Сегодня мы собрались эту книгу презентовать, которая называется «Топчебаши. Документы из личных архивов». В двух словах, что тоже из того, что я привез, это часть мне передал сын Джейхунбека, это брат Узейрбека Тимучин Аджибейли. И часть передала мне внучка Альмарданбека Топчебаши, председателя азербайджанской делегации на Версальских мирных переговорах. Вот, и я привез из Стамбула. 22 года эти документы лежали в Баку госархиве, как бы без движения. Я сам даже не представлял, какие эти материалы, потому что, как я привез, где-то килограмм 200. И все это передал в архив, потому что супругу сказал, что дома не держи, потому что старые документы, от них аллергии у него. Но есть такая пословица у азербайджанцев «Зарин гадрин зарьяр билар». То есть драгоценный камень может оценить только ювелир. И таким ювелиром оказался наш дорогой Салават Митхач Исхаков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, который посмотрел, и, конечно, первый комплимент он сказал, что Рамис, вы сидите на кладе. А я не знал, что это клад, понимаете. Вот, да. Ну, вот, благодаря Салавату я знал, что это клад. И спасибо большое. Да, он провел большую работу очень, потому что Салават прекрасно знает российскую историю, особенно связанную с мусульманами в начале 20 века. У него две большие монографии, даже три монографии. Одна монография называется «Российские мусульмане и революция 5-го года», вторая «Российские мусульмане. Революция 17-го года». И третья монография – это «Гражданская война и российские мусульмане». Поэтому я думаю, что на сегодня лучше знатока этой проблемы нет. Я очень благодарен судьбе, что мы познакомились несколько лет назад. Рамис Муалим – это, конечно, удивительный человек, совершенно необычный для нашего времени. И поэтому я с таким энтузиазмом согласился помогать в этих книгах. У нас уже такой сложился творческий союз, и с каждой книгой мы старались сделать нашу работу как можно лучше. Потому что проблема была в том, что эти документы, они очень сложные для передачи, прежде всего. Поскольку написаны они, конечно, не для печати, это письма, это записки, это какие-то наброски, какие-то проекты, какие-то черновики и так далее. То есть это, конечно, материалы, которые мы называем документы личного происхождения. И в этом их огромная ценность. Потому что в этих документах мы можем найти очень удивительные моменты, которые говорят о той исторической действительности, представляя ее совершенно иначе, а не в тех книгах и статьях, которые потом историки пишут и так далее. Здесь мы видим историю глазами этих людей. И в этом, конечно, огромная заслуга Рамиза Муалима, который помогает эти документы восстановить. Ну а мы, в силу своих скромных возможностей, сделаем это с научной точки зрения. Конечно, сложность большая, и восстановить тексты, разобраться в почерке, потому что писали они очень своеобразно, и сколько раз нас коллеги выручали, потому что было настолько сложно, чтобы понять иногда одно слово. Я вам приведу пример. Одну страничку из письма Топчебаши я разбирал около месяца, потому что это фотокопия письма, которое хранится в Париже, а он писал, у него уже рука болела, и он писал, там такие палочки, потому что у него рука болела, там болезнь, и он, такими писал палочками. Это, знаете, какое-то так. Да, и этими палочками целое письмо написано. И, получилось очень удивительно, как будто древнюю действительно рукопись пришлось расшифровывать, но
У нас есть такой прием, когда мы смотрим, так сказать, на текст, не понимаем его, убираем, через неделю смотрим снова, и вот какая-то буква появляется, слово проясняется и так далее. И вот так вот посредством того, что документ несколько раз в течение какого-то времени смотрит специалист, и он постепенно понимает вот просто уже на уровне интуиции. То есть это слово, оно как бы возникает вот образ. Потому что разобрать так, многие пытались, никто, Рамис Муалим знает, что мы восстанавливаем буквально по буквам вот эти вот письма. И, конечно, увлекательная была вот эта работа, настоящая работа историка. И я, конечно, понимаю, что мы при этом могли ошибаться где-то, какие-то моменты мы не разобрали, но это наука, и наши коллеги поправят нас, там, сделают какие-то замечания и будут и дальше идти по этому пути. И в этом наша, собственно говоря, задача была, чтобы мы дали возможность, не заменяя историков Азербайджана, которые очень хорошо знают все эти вещи, но мы хотели просто помочь развивать эту базу данных, источники, чтобы историки Азербайджана могли пользоваться нашими скромными вот этими публикациями и продвигать науку. Рамис Абдалович пришел не с тем, чтобы сразу вот что-то такое рассказывать о себе. Это я узнала о нем, я узнала чуть-чуть позднее. А он пришел поблагодарить за то, что в этот наш словарь попало очень много людей, о жизни и деятельности которых он знал, и многих из которых он знал лично. И он пришел, так сказать, во-первых, просто сказать спасибо, что и его народ в этом словаре, как и многие другие народы, которые, так сказать, вынуждены были эмигрировать после событий 1917 года, а кто-то и раньше. И он просто пришел немножко что-то подправить, что-то подсказать, так сказать, напомнить о тех людях, которых мы не знали. И мы были ему страшно благодарны, и вся эта информация немедленно легла на сайт, на котором уже был размещен наш словарь на сайте музея Цветаева. Если у вас будет возможность, обязательно посмотрите его. И принес нам массу новых фамилий. Но я была, честно вам скажу, вместе со своим коллегой, руководителем наших работ, Мнухиным Львом Абрамовичем, мы были покорены не только вот таким вниманием к работе коллег наших, мы, в общем, в полном смысле слова коллеги, сколько желанием помочь и продолжать дальше сотрудничество. И когда Рамис Абдалович мне просто прислал написанный от руки 9 страниц замечаний, поправок, уточнений, дополнений, но слов просто не было, потому что эти вещи без специалиста, без знатока, так сказать, того, что человека, знающего о том, что происходило в эмиграции, в азербайджанской диаспоре, мы бы, конечно, этих концов никогда бы не нашли. Но я уже не говорю о том, что до этого, за несколько лет до этого, вот о чем говорила наша директор Исфирь Семеновна, им были подарены многие вещи для нашего музея, вещи бесценные, конечно. И я просто хотела бы сказать, что не углубляясь сейчас в содержание и в, так сказать, особенности этого издания, ну, я с ним уже работала, и уже отсюда определенные вещи уже были нами скорректированы, так сказать, на сайте словаря, и если у нас будет дополненное издание, как это бывает, исправленное и дополненное, все замечания уже будут напечатаны на бумаге. Я просто хотела бы сказать, что человек работает не только для себя, понимаете, он не гребет под себя, как делают это и ученые, и многие, и журналисты, и просто люди. Он старается теми знаниями, причем знаниями накопленными на протяжении многих-многих лет, он старается эти знания отдать людям и порадовать, и
вместе с нами, так сказать, вот восполнять те пробелы в нашей общей истории, которые были, которых слишком много. И я думаю, что со временем, с годами таких белых пятен будет все меньше и меньше, потому что мы знаем, что ученые многих бывших советских республик занимаются и кавказскими народами, и народами Поволжья, и многих-многих других диаспор, включая, естественно, казачество и маленькие совсем народы. И я думаю, что многие имена, благодаря таким людям, как Рамис Абталыпович, будут вновь известны. По большому счету история начинается с источника. Как жизнь начинается с матери, история начинается с источника. И, естественно, вот та книга, которая написана, я огромное спасибо говорю Рамис Бей наш старший. И я считаю, что и азербайджанскому, и русскому народу очень сильно повезло, что есть такой вот человек, советское общество, против которого он всю жизнь боролся, но вот создал такого продукта, который вот сегодня привез нам вот то, что он сам рассказал, и это стало достоянием нашим. И спасибо огромное Исамабад Бей. Огромное спасибо, потому что это может человек, который, любящий профессионал только вот сесть и делать то, что делает. Это не очередной круглый стол о чем-то, или не очередная конференция о чем-то, которая служит сегодняшнему дню, а завтра или через неделю забудут. А то, что вот это создано, я взял эту книгу сегодня, естественно, я его почитаю, естественно, я уверенно вам говорю. Это я уверенно говорю, потому что я с 83-го года в Московском университете, а до этого 6 лет я читаю историю. Эта книга будет у многих настольной книгой. Наше творческое сотрудничество привело к тому, что появилось несколько интересных книг. Эти книги являются сборниками документов, которые находятся в разных архивах. И в Москве, и в Баку, и в других местах. Вот эта книга, последняя, она из этой же серии и связана с тем, что историки должны искать новые документы, и это наш долг — воссоздавать историческую правду. И вот в этом смысле сборники документов, они гораздо ценнее, чем те исследования, при всем уважении к коллегам и к самому, так сказать, творчеству историка любого. Я сам историк, но документы — это бесценная вещь, которая остается всегда и будет воспринята потомками. Это история, которая передается из поколения в поколение. Первая часть, естественно, 30-17 годы, это годы участия мусульман в работе Государственной Думы Царской России, Российской империи, 1, 2, 3, 4 Дума. И вот документы посвящены в основном поездкам, встречам Алимардан Бектоп-Чуваши, который в то время был один из ведущих юристов России, адвокатов России, выпускник Санкт-Петербургского университета. И вот они, вместе с татарскими, среднеазиатскими мусульманами создавали такую мусульманскую партию Союз мусульман России. Так, первая часть посвящена этому, а также работе мусульманской фракции в Государственной Думе России. Вторая часть — это эмиграция. Это после 20-го года азербайджанские дипломаты не вернулись на родину, остались во Франции. И вся переписка касается той деятельности, которую они проводили там, участвуя на различных международных мероприятиях по разъяснению мировой общественности о агрессии со стороны Советской России и потере независимости.